Привет, друзья! Это видео для новичков, которые хотят настроить Google рекламу и получать на автомате заявки клиентов в прибыль в свой проект круглосуточно 365 дней в году. Просмотрев эту пошаговую инструкцию, вы получите готовую работающую рекламу в Google, которая будет выглядеть примерно вот так. Настройка Google Ads содержит множество ловушек, в которые может попасть каждый. В итоге вы сольете кучу денег на рекламу, а Google заработает на вас. Задача этого пошагового руководства – уберечь вас от слива бюджетов и уберечь вас от ловушек, которые расставил Google. Есть два типа рекламодателей в Google. Тип первый – это рекламодатели, которые процветают, реклама работает как часы, а клиенты постоянно делают новые заказы на сайте. И тип второй – те, кто все время жалуются на неэффективную рекламу, слив денег и неумелых специалистов. Моя цель – сделать умных людей обеспеченными. И если вам близка эта идея, давайте я по шагам покажу, как избежать подводных камней. Первое, что вам нужно сделать, это перейти по адресу ads.google.com и зарегистрировать себе аккаунт. Это очень просто, Google задаст обычные вопросы. Где вы проживаете, в какой валюте вам удобнее вести взаиморасчеты и общую информацию о вас. Если же у вас уже есть готовый аккаунт, просто нажмите «Войти», введите логин, пароль и зайдите в свой кабинет Google Ads. Если вдруг ваш рекламный кабинет выглядит вот прямо как сейчас у меня на экране, это называется умный режим. Среди профессионалов этот режим называется «Забери мои деньги». То есть это режим, который максимально эффективно сливает ваши деньги и обогащает компанию Google. Вы всегда должны использовать режим эксперта, который открывает многие профессиональные функции, позволяющие более эффективно работать с Google Ads. Если ваш рекламный кабинет сейчас выглядит вот таким вот образом, внизу нажмите на кнопочку «Перейти в режим эксперта». Когда вы перейдете в режим эксперта, вас будет ждать большая синяя кнопка «Новая компания», на которую, собственно, вам нужно и нажать. Нажимаем на кнопку «Новая компания». Обязательно выбираем в первом окошке «Не указывать цель». Это вторая ловушка после режима эксперта, которая уменьшает количество доступных вам профессиональных настроек. После того, как вы выбрали «Не указывать цель», вам необходимо выбрать тип компании в поисковой сети. Выбираем в поисковой сети, не трогаем эти галочки и даем название нашей рекламной кампании. Называем ее, собственно, по примеру, что мы там будем рекламировать. Мой продукт. После того, как вы нажмете на «Продолжить», перед вами откроется следующее окно настройки ставок. В Google рекламе мы платим за каждый клик по нашему объявлению. А сумму, которую мы готовы заплатить за этот клик, мы называем ставкой. И мы должны сказать Google, сколько максимум мы готовы заплатить за каждый клик по нашему объявлению. И следующий секрет в настройке: вам обязательно нужно установить предел максимальной цены за клик в валюте, на которую настроен ваш аккаунт. Вам нужно ограничить максимум денег, который вы готовы потратить за каждый клик по вашему объявлению. Важно знать, что Google дает приоритет не тем рекламодателям, у которого выше ставка, который больше платит, а тем рекламодателям, у которых более качественная реклама. Потому что по качественной рекламе клиенты чаще кликают, клиенты чаще покупают что-то на сайтах рекламодателей, рекламодатели дольше пользуются услугами Google, а Google зарабатывает больше денег. Я кандидат наук в области математического моделирования и уже 15 лет исследую алгоритмы Гугла, которые основаны на чистой математике. Суммарно под моим управлением были бюджеты в 500 миллионов долларов. И я точно знаю, как внутри работает Google реклама. На этом этапе мы не можем с вами знать, какая максимальная цена за клик приемлема в нашей сфере, в нашей области. И поэтому для начала я предлагаю задать какую-то минимальную ставку. Если это гривна, 1 гривна, если это доллар, 10 центов, если это евро, тоже около 10 центов. И Google
потом поможет нам, когда реклама будет запущена, он сам скорректирует, он даст нам рекомендацию. Например, ваша ставка слишком мала, немножко ее увеличьте. На самом деле мои инсайты по работе с Google Ads показывают, что можно обеспечить достаточный поток посетителей из рекламы даже с минимальными ставками. Я адаптировал свои открытия в этой сфере и предлагаю каждому узнать об этом глубже. Прямо под этим видео ссылка на мастер-класс по эффективной Google рекламе. Установив максимальную цену за клик, мы нажимаем «Далее». И тут нас ждет следующая ловушка от Гугла, следующий подводный камень, который буквально может превысить бюджет, сожрать ваш бюджет полностью, не дав вам ни единого посетителя целевого, который готов оставить заявку, готов что-то купить. Это вот эти две галочки. Их в обязательном порядке нужно снимать при настройке рекламной кампании. Эти вещи могут полностью слить ваш бюджет и не дать вам взамен ничего. Далее вам нужно настроить, на какой географический регион вы будете показывать свои объявления. Можно выбрать страну, где вы находитесь, если на всю страну. Можно уже выбрать отдельный город, например. Можно выбрать область, можно выбрать несколько областей, можно выбрать страну, в зависимости от того, где вы оказываете свои услуги. Также вам нужно выбрать язык, который стоит в настройках браузера ваших клиентов. Я выбираю русский, украинский, английский. И если ваш бизнес не может принимать заказы круглосуточно, тут есть еще один секрет, еще один подводный камень. В дополнительных настройках нужно выставить расписание показа. То есть если вы, например, работаете с понедельника по пятницу с 9 до 6 и в другое время вы не можете принимать заказы, то вы можете выставить расписание, когда будет показана ваша реклама. После этого вы снова нажимаете «Далее». Дальше одно из самых важных мест. Вам нужно задать ключевые слова, по которым будет показываться ваша реклама. Вот в этом поле ключевые слова. Поначалу я не любил Google рекламу и говорил, что она неэффективна. Потому что я просто не знал, как правильно ее настраивать. Я не знал, что такое показатель качества. Я не знал, как с помощью показателя качества рекламодатели платят в 10 раз меньше, чем их конкуренты, просто пользуясь инструментами, которые Google дает каждому. Когда-то давно моя реклама была дорогая и не масштабируемая, и я не понимал, что не так, потому как с первого взгляда казалось все абсолютно ок. Потом я исправил это и сейчас работаю по своему авторскому методу быстрого запуска, детали о котором, кстати, тоже в мастер-классе по ссылке под этим видео. Самый минимум, который вы можете сделать, это взять ключевые слова, по которым будут показаны ваши объявления, в кавычки. Для примера, взяв ключевое слово в кавычки, вы не разрешаете Google показывать ваше объявление людям, которые ищут что-то похожее. Если бы мы, вот, например, этот запрос «заказать пиццу» не взяли в кавычки, Google бы показывал нашу рекламу людям, которые ищут рецепт пиццы, как приготовить пиццу самому, как сделать тесто на пиццу, всем людям, которые вводили что-то похожее. Когда мы берем запрос в кавычки, мы запрещаем Google каким-либо образом искажать наш запрос. Мы говорим Google, пожалуйста, показывай нас максимально похожее к тому, что мы написали. Почему Google так делает для тех, кто не знает о существовании кавычек? Чтобы больше заработать, показывая рекламу более широкому кругу лиц. Ведь если профессиональные рекламодатели не хотят показывать свои объявления людям, которые ищут рецепт пиццы или как приготовить тесто на пиццу, то какую-то же рекламу этим людям нужно показывать. Вот этим людям, которые не готовы покупать, показывают рекламу начинающих рекламодателей, которые не знают о кавычках. Для примера я введу ключевые слова, которые использую я. Это ключевые слова: настройка Google Ads, настройка рекламы в Google. Мне нужны люди, которые ищут, как настроить рекламу в Google. Потому что я автор одного из самых сильных курсов по Google Ads в мире, которые прошли уже более 2000 учеников. Поэтому, задавая ключевые слова, думайте, что в голове у человека, который это будет искать. Проверяйте, задавайте себе вопрос, если человек ищет по такому ключевому слову, по такому запросу, что он хочет? Собирается ли он что-то у меня купить, или он просто хочет получить информацию, как в нашем примере ранее, как приготовить пиццу? После того, как вы задали ключевые слова, вы переходите ниже к созданию объявления. При создании объявления нужно ввести конечный URL.
Это адрес страницы вашего сайта, на которую человек попадет после клика по вашей рекламе. То есть это адрес страницы, где содержится вся информация о товаре или услуге, которую вы предлагаете в этой рекламе. Далее, в отображаемом пути обычно указывается главное ключевое слово. Например, в моем случае настройка Google Ads. Далее, мне предлагает Google ввести разные варианты заголовков, и справа сразу же показывает, как будет выглядеть моя реклама. Мои рекомендации по созданию заголовков. Во-первых, показывайте, что конкретно человек получит, кликнув по этому объявлению. Например, все секреты Google Ads, Google реклама для начинающих, пошаговый запуск Google Ads, метод быстрого запуска рекламы. Также очень круто в объявлениях работают ваши преимущества как компании, предоставляющей услуги или продающей товары, или как человека. К примеру, в моем случае, от официального Google Partner, от PhD в математическом моделировании, более 15 лет опыта в Google Ads, суммарно под управлением $500 миллионов. Спикер конференций США и Европы. Автор книги бестселлера о Google. Основатель онлайн-школы Google рекламы. Более 2000 успешных учеников. Напишите преимущества вашего бизнеса для клиентов. Не пишите, прошу вас, в заголовках общие фразы вида «Мы ценим наших клиентов», «Мы активно растущая компания». Очень качественные товары, очень качественные услуги. Так может написать каждый. Подумайте, что вы можете написать о себе действительно уникальное, что выделяет вас среди всех других. И еще один совет, который круто улучшит эффективность вашей рекламы. Используйте в заголовках ключевые слова, которые вы указали выше. Далее вам нужно создать описание к вашим объявлениям. Не нужно описание создавать по принципу, а давай что-то там напишем, чтобы Google от нас отстал. Описание нужно создать максимально краткое и лаконичное преимущество вашей услуги. Например, в моем случае, как повысить эффективность рекламы и получать больше продаж из Google без слива денег. Или пошаговый план запуска рекламы в Google Ads с нуля за один день работающая реклама в Google. Попробуйте написать также в заголовках свои преимущества, как компании или как человека. Или какую-то доказательную базу, почему следует именно перейти к вам. Например, более 2000 учеников улучшили эффективность своей рекламы и вывели свои проекты на новый уровень. Также Google предлагает вам создать различные дополнения к своим объявлениям. Добавить уточнение. Это короткие единицы информации, которые усиливают ваше объявление. Промо-акции, если они у вас есть. Цены на ваши товары или услуги прямо в объявлении, добавить номер телефона, добавить дополнительную информацию. Я рекомендую заполнять все возможные расширения, которые вот тут предлагает Google, объекты по максимуму. Есть цены, указали, есть промо-акции, указали. После этого вы нажимаете «Готово» и «Далее». На последнем этапе вы задаете средний дневной бюджет. Сколько денег в день вы готовы тратить на рекламу. Я рекомендую для начала задать небольшой бюджет, для того, чтобы потом его скорректировать в соответствии с рекомендациями Гугла, посмотрев на то, как на данный момент с данным бюджетом, с данными ставками работает наша реклама. После этого вам достаточно будет нажать на кнопочку «Опубликовать кампанию», и ваша реклама после проверки модератором Гугла запустится. Настроив рекламу по этой пошаговой инструкции, вы уже получите первых клиентов, первые заявки на ваш сайт из Google рекламы. Вот только некоторые из отзывов, которые я получил от таких же предпринимателей, таких же умных и активных людей, как вы, которые берут вопрос рекламы в свои руки. Если вы дадите мне еще один час, я расскажу вам такие секреты Google рекламы, которые выведут вас далеко вперед всех ваших конкурентов. Я подготовил все, чтобы у вас получилось создать классную рекламу. Сразу после регистрации вы получите уникальную шпаргалку по Google Ads, где на одной странице собрана вся необходимая для запуска рекламы информация. Перед вебинаром я пришлю вам 3 коротких видео с основами. Благодаря этому вам станут понятны многие моменты. И только эти видео сами по себе уже помогут решить многие вопросы с Google рекламой. На самом мастер-классе я расскажу вам 3 самых главных секрета, которые отличают эффективную рекламу от простого слива денег. Особенно ценен 3-й секрет, от него будет зависеть очень многое.
И в конце мастер-класса вы получите нечто уникальное. Полное руководство по оптимизации сайта под рекламу. Мой внутренний документ, который я использую на всех моих проектах. Я не раздаю его публично и даю только тем, кто уже знает базовые секреты. Таким образом, мы с вами в этом видео создали работающую рекламу, разобрались, какие ловушки вы уже сразу же можете избежать, и узнали, в какую сторону развиваться, в какую сторону копать для дополнительной информации. Если было ценно, полезно, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Пока!